А матюкаться можно? Да, вообще легко. Там охуели все, когда Ваня затеял эту всю, блядь, историю. Приходит, говорит, все гладко, намечается тур, там, это, движуха, все как бы прогнозируемо намечалось. Тут, пацаны, все, мы будем покорять Америку. По-моему, Ливан позвонил Ване, если я не ошибаюсь. Не, это Ходят слухи. Что он позвонил типа Ване и говорит, ты должен получить Ливани Грэмми. позвонил Ване. Ты должен получить Грэмми, а Ваня подумал, почему бы и нет, ну вы же После знаете, 12. ты знаешь Ваню. Да, после 12 ОО. Да, и Когда он не спал, он ворочался, спал. как обычно, шило. Вот Как это, и он истинный проснулся, ну грузин. почему бы и нет. Честно говоря, ему поверил. И поверил, потому что все, что он говорил, всегда... как бы это не была шутка, знаешь, типа он всегда говорит и делает. И все, что он делает, практически всегда получалось, потому что это было на самом деле очень искренне, честно и целенаправленно, скажем так. Не просто у Вани... Я не встречал у Вани слов, брошенных на ветер. Бросил, знаешь, и забыл. Ну, бывает какое-то что-то там очень по мелочи, а в серьезном плане никогда такого не было, поэтому я был серьезно настроен, что у него получится. Даже сейчас настроен, что у него получится. Ну, начнем с того, что Ваня максималист, и Ваня любит, когда он загорается какой-то идеей, он следует до конца. То бишь, вот у него появилась идея, матюкаться нельзя, да? Вот стремиться надо всегда себе ставить планку. Вот. И чем выше ее ставить, ну, последняя планка уже Грэмми, понятно. Вот, да, значит, надо к ней идти. Я только за. Ты когда подросток, ходишь в школу, тебе кажется, твоя комната, она такая большая, в ней так много всего помещается, тебе так хорошо в ней, а потом ты вырастаешь и понимаешь, что она маленькая, и тебе хочется двигаться дальше. И мне кажется, это, вот то же самое происходит у Вани. Когда взрослеем, мы постоянно, некоторые моменты, да, уже не верим даже, может сказать, в себя или в то, что что-то может выйти. Хотим уже осесть. Вот в нем этого запала настолько много. И он так устроен. Это его природа. Да. Он не то, что такой, а буду я, вне жанра, чтобы быть не попсовым, и буду делать так. Но не, он просто такой человек, это как бы круто. То есть он как относится к музыке, как к музыке, знаешь. Я, в принципе, с Ваней на этом когда-то и сошелся, и подружился, наверное. В том плане, что мы уже начали там что-то пробовать вместе, но то, что нас как-то скрепило, наше общение, так это вот его желание что-то сделать, что-то поменять, в нашей музыке. Ваня без пацанов сам все не придумает. Ему нужны, ему нужны люди, которые это сразу будут все генерировать его идеи. То есть он, наоборот, воплощать его идеи. Вот он говорит, а может вот так, и все должны раз. Потому что идея, она очень на начальном этапе зарождения, она очень хрупкая. Вот, буквально какое-то отвлечение или препятствие в виде технических каких-то неполадок, или это она может ее сбить. То есть если раньше было вообще на пустом месте, хер его знает, чуваки, и мы придумывали, то сейчас он приходит и говорит, мне надо вот такое, понимаешь? У Вани все процессы происходят, наверное, раза в 3 быстрее, чем у меня, раза в 2 быстрее, чем у Суры. Потому его надо где-то просто стопить, и чтобы он, допустим, стопить и разбирать идею этого. Да, а иногда на волне, да, находишься. Иногда на волне, да. Иногда просто полагаешься на... Идем стабильно. Да. С его скоростью. И часто это ты не понимаешь, что он имеет в виду, потому что ты общей картины не видишь. Вот, потому что тебе ставят какую-то определенную задачу из этой общей картины. Тут именно вопрос доверия. Тебе надо просто доверять, сделать то, что нужно, и потом ты уже поймешь, для чего это было нужно. В самом процессе он занимает такую же цепочку, как и каждый из нас. В самом процессе, когда что-то придумывается. То есть нет такого, я хочу вот так, и вот так вот, чтобы было. Ему говорят, нет, давай, может, так, да, так. То есть всегда находит компромисс, поэтому в этом, наверное, весь успех. Ваня, например, говорит, чуваки, хочется сделать вот такой бит, чтобы он был такой загейтенный, коротенький очень, а потом к концу песни постепенно, например, да, будет расширяться. Вот такая вот идея, например, да. То есть это просто слова о том, что это будет. Ты имеешь представление какое-то примерно о бите, и все. Но о том, какая это будет песня веселая,
какой будет первый аккорд, мажорный или минорный, или там что-то еще, ну, никто не знает, по сути. Начинается бит, там кто-то что-то там бэм, кто-то там оп, давай дальше, кто-то там раз, и вот так оно ведет и приводит тебя к конечному результату. Ну, закономерности, наверное, нет никакой. Это Да. все очень такие случайные возникновения звуков, которые нравятся. Я считаю, что это самое главное, скажем так, вещь, которая работает у Вани. Случайность правильная, в правильном время, правильно замеченная. Потому что это как возможность. Случайность как возможность. Возможности всегда есть, они витают в воздухе, но не все их берут, скажем, да. Ваня правильно берет случайности, мне нравится. Идет работа над треком, он тебе не нравится. Вот. Это не значит, что трек плохой, это просто ты его не понимаешь. Вот. И просто нужно продолжать и запастись терпением, дать на это прибавку, вот. Просто понять, что может еще что получится, может, ты просто еще его не до конца понял. Это типа не самый мой любимый трек. Ну, Сане, да, не нравится коллаба. Но мне еще, я вот сейчас уже, спустя время, понял, что не нравилось из-за того, что она долго ездила. Вот этот определенный сэмпл, А лупик, мы ее типа, просто ездил. больше я, всего ну, делали, на самом деле. Ну да, и там уже есть уже видос такой, типа, я маме отправлял, когда в бассейн прыгаю. И там, И там, и мне уже... Да. А потом отдохнули все, я вначале переживал, на самом деле, ну, что мы вот с Ваней вдвоем нас перла, типа, эта песня, а все как-то так, ну, знаешь, немножко сомнительно к ней относились. Забанили. И да, ну, а потом постепенно к нам присоединялись люди. А вот там, где я не чувствую, я типа делаю шаг назад. Тем более нас много, и реально есть треки даже вот в этом альбоме американском, да, который мы писали. Есть треки, которые я точно знаю, где там большую часть, там, ну не большую, там какую-то там долю, там, я там, ну, там привнес, да. Есть там, которую там, допустим, я там не участвовал, там, ну, как бы, и такие треки есть, и это классно, потому что нас много, мы все можем, типа, сделать что-то, понимаешь? И вот как раз-таки в эти моменты, когда кто-то делает шаг назад, может быть, очень сильно все и поменяется. Об этом даже и не мечталось, когда только начинал заниматься музыкой, что ты поедешь в Америку писать альбом, писать музыку в Америку. Специально в Америку, чтобы писать музыку. Вот, а потом, как оказалось, с другой стороны, все-таки, да, ну, имело небольшой побочный эффект, что чувствовал немножко изолированность. Реально? Блять, что моряки какие-то сели в плавание и похренячили. Ну реально, это очень сложно. И мы же от семей были далеко. 3 месяца были вдали от семей. Это тоже. Музыка очень зависит от эмоций, в которых ты пишешь. И ты, ну, зачем я буду такой разноситель грустных каких-то инфекций, вот, и мешать процессу. Поэтому, когда я понял, что не смогу с этой грустью справиться по родному дому, я решил, что лучше уехать. А сейчас, после времени, я понимаю, что, в принципе, все сделал правильно, потому что, когда послушал то, что получилось, вот, мне все очень понравилось, я понял, что... На самом деле, третий альбом, мне кажется, он как второй, как Рандорн. Тоже он был непонятный. Помнишь, первый раз мы когда поехали, так все ждали Лова-Лова, до сих пор еще ждут это Лова-Лова, больше ничего не ждут. Поехали уже, когда люди прослушали полгодика, поехали, когда второй раз, то уже все, уже люди поняли, уже стали просить и Мишка Виновен, и Телепорт. Теперь вот поехали с джазовой программой, все тоже такие, отдел Лова-Лова. Вот. Стецемен в новой аранжировке сколько уже было. Зачем? Надо было в старой. Ну, Ваня ж делает это все для себя. Ну, в любом случае, ты все это делаешь для слушателя. Ну, потому что, представь, на свете нет людей, например, ты один с гитарой сидишь, и такой, я напишу сейчас песню. И такой, так что... О, класс! Ребята, а никого и нету. Подожди, это точно Иван Дорн? Так, ладно, давай еще раз послушаем. И будет, мне кажется, так, ладно, эту послушали. Ну, может, не понял, знаешь, ну, может, дурак. Ладно, послушаем следующую композицию. Внимание будет такое нормальное, ну, к этому альбому. И критика будет такая дотошная, такая перебирающая такая. Так что надо обороняться нормально. Его можно смело назвать Рандорн 2, как по мне. Потому что, ну, все треки реально
Есть хаос, есть какая-то просто музыка, как хардбит, да? Какой-то типа песня. Есть песни, есть треки. Саня вообще Беверли почти всю заколбасил. Да не Саня, не я. Не, ну Паха биток. Мы с ним как-то вместе. Коллаборация вот у них. Да. Ну, так получилось, что мы с ним вдвоем остались и вдвоем просто там зависали в студии. И я придумал такой грув, типа, ну, бит такой в стиле 80-х какой-то. А Саня подхватил. Мне очень нравится Санин вкус. У нас с ним совпадает где-то что-то, ну, где-то вот какое-то воспитание музыкальное. Ну, вот, мне кажется, это сыграло. Он сразу же подхватил, сделал этот риф такой арпеджиаторный со своего Джуно. Потом, когда приехали ребята, то, что они внесли, поменяло очень сильно трек, не сделало его хуже, только лучше. И в любом случае, там, кто бы там ни начинал, все равно это коллективная работа. Все равно это все общее. Но этот трек, я на него много ставлю. Мне кажется, это будет прям классный трек. Ну, может. Хотя это такая 80-е года какие-то. Ну, Мич, кто там? А ну, пойди посмотри. Давай тебе нос вытрем, вот какой-то, блядь, замурзыканный, блядь. Вообще очень нам повезло, что у нас есть Саня. Потому что если бы не Саня, лично мне бы часто был бы полный пиздец. Был бы я потерян в нескольких городах. Вот. Не, круто, Саня вообще он красавчик. Все очень делает круто, без напряга и реально, вот он, у Вани еще очень большой дар, кстати, вот один из секретов его успеха, мне кажется, у него дар находить людей. Это его какой-то большой плюс, потому что, ну, я так не умею, типа, я именно, типа, буду там смотреть, короче, еще там недоверчиво, а он, все, чувак, ты мой друг, я тебя люблю. Понимаешь меня? И так же и с музыкой, и со всем остальным. Не, на самом деле музыка изменилась не потому, что мы появились. Ну, она, естественно, там как-то изменилась, да, но изначально этого Ваня хотел. У него всегда были такие, он слушал музыку такую, ну, я не ожидал, Ваня на самом деле. Да, он очень... академической и классической музыки слушает до То есть диджей мы хаоса. появились, потому что он так... ну, Видит музыку. Да, музыка изменилась, потому что мы пришли и изменили Ваню и его стиль. В это, блядь, поверил Ваня, наверное, на самом деле. Он предложил, и это предложение до сих пор, наверное, действует. Не умел, научился, Ваня научил меня. Ваня мой сенсей. Поверил в меня, а я, типа, наверное, не мог его подвести. Обалденно, что у нас компашка такая именно. Вот как бы аж... Каждый элемент, если какой-то из него убрать, уже не то. Ну да. Вот аж страшно, так все как бы классно, идеально, да? Что типа, сейчас с вами такие ребята растем, прикинь. Ну реально, прям вообще. Вот и недавно, типа, Ваня с Ваней тоже разговаривал, он говорит, типа, сейчас еду со студии, записали вокал, типа, тролливали. Еду и слушаю, ну точнее я ехал со студии в прошлом, слушал хардбит, и типа у меня мурашки, ну типа по этому самому, я думаю, что это, и хотя бы ради этого мы по лысине, да, покрашены, хотя бы ради этого момента, говорит, ну, стоило это все делать, то есть не говоря о там Грэмми, о там всем этом самом, вот этот весь трип, который мы там пережили, вот это, хотя бы ради этого, я уже, ну типа. Ну, притягивается, мне кажется, вот люди, которые вибрируют на одинаковых каких-то частотах позитивных, они находят друг друга и, как бы, знаешь, как атомы пук-пук в молекулы в музыку. Как-то так. Блядь, страшно. Это, знаешь, это то же самое, что глаза закрыть и ехать. Короче, вот этот, да, вот этот трючок охуенный. Развитие долго идет, но это хаос.